Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить сырные лепешки с зеленью. Они очень вкусные, но при этом готовятся максимально быстро и просто. К тому же для них нужно всего несколько ингредиентов. Итак, продукты, которые нам понадобятся. 320 граммов муки, 250 граммов сыра, 200 миллилитров кефира, по пол чайной ложки соды, сахара и соли, а также пучок зелени. Лично я очень люблю сочетание именно укропа и сыра, но можно использовать любую зелень, какая вам нравится. Зеленый лук, петрушка и так далее. Кефир лучше использовать средней жирности 2–2,5%, а сыр лучше брать тот, который хорошо плавится. Именно с него мы и начнем, натрем его на крупной терке. Чуть меньше половины сыра, это примерно 100 граммов, откладываем отдельно для начинки, а остальное мы будем использовать для теста. В саму начинку нам также понадобится и зелень, сейчас ее мелко нашинкуем и добавим к сыру. Сыр с зеленью сразу перемешаем и пока отставим в сторону, а дальше мы займемся приготовлением теста. В глубокую миску выливаем кефир, добавляем к нему соль, сахар и соду. Все тщательно перемешаем. Кефир начинает сразу пузыриться, он взаимодействует с содой. И дальше добавляем сюда сыр 150 граммов, который мы оставляли для теста. Кефир с сыром также перемешаем. Ну а дальше постепенно вводим муку за несколько раз. Тесто получается мягким и немного липким. Кстати, если вы используете сыр довольно соленый, то в тесто соли либо вообще не добавляйте, либо используйте совсем чуть-чуть, чтобы лепешки не были слишком солеными. Дальше рабочую поверхность присыпаем мукой. Берем небольшую часть теста и обваливаем ее в муке. Теперь тесто не липнет к рукам, и нам нужно из него раскатать кружок. В центр кладем ложку начинки и соединяем все края лепешки по центру. Тесто очень мягкое, поэтому это делается легко. И чтобы оно не липло к рукам, еще можно присыпать мукой. Дальше лепешку аккуратно раскатываем до толщины примерно 1 сантиметра. Вот такие тоненькие, эластичные они получаются. У меня диаметр примерно с ладошку, но вы можете сделать и размер, и форму по своему желанию. Таким образом формируем остальные лепешки из оставшегося теста и начинки. Из этой порции у меня обычно получается 6-7 вот таких лепешек. Нам осталось их только испечь. На сухой сковороде на среднем огне выпекаем наши лепешки до золотистого цвета минут по 5-7 на каждой стороне. Сейчас в теплое время года такие лепешки особенно пригодятся. Их очень удобно брать с собой на пикник, на дачу, путешествие, в дорогу и так далее. Их одинаково любят и взрослые, и дети. Вот так легко и просто можно приготовить такие сырные лепешки. Тонкое нежное тесто, внутри расплавленный сыр и зелень. Это очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки внизу в описании под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока!